азиатская живопись. Рисуем фрукт личи и попугаев. У этого фрукта есть несколько способов его рисования: контурный, бесконтурный. Мы рассмотрим тот, который мне нравится больше всего. Личи это фрукт, который также еще называют китайской сливой, экзотический фрукт. Приступаем. Возьмем на кисть три цвета в такой последовательности: желтый, оранжевый и бордовый. Кистью работаем среднего размера, мягкой, и на кисти у нас достаточное количество жидкости для того, чтобы краска свободно растекалась, но не слишком. Бумага рисовая, кисти каллиграфические, рисовая бумага достаточно сильной текучести. Посмотрите, как мы композиционно располагаем плоды, начиная работать сверху и затем переходим вниз. Работаем мы таким образом: делаем как бы двойной мазок для образования формы. Сначала с одной стороны, а потом с другой. И мы вначале более сильно прижимаем кисть, потом делаем дугообразное движение, и в конце более поднимаем кисть и соединяем два мазка вместе. И вверху мы как бы делаем такой маленький отпечаток кончика кисти. Также, если у нас остается достаточно много пустого пространства, мы можем одним мазком в середине фрукта его заполнить. Теперь что мы делаем дальше? Смешиваем желтый и изумрудный вместе. И далее делаем такую интересную вещь. Мы должны получить такой слегка салатовый оттенок, и мы поднимаем лист рисовой бумаги и закрашиваем оставшееся пустое белое место с другой стороны. Просто закрашиваем его либо одним мазком, либо как получается. Очень интересно. И затем, так как краски еще сырые, они хорошо вместе смешаются. Далее берем ярко-бордовый цвет, или можно немного смешать его с оранжевым, и кончиком кисти делаем легкий контур вокруг фруктов. То есть контур может быть в некоторых местах надрываться и не прямо везде очерчивать постоянные линии фрукта. Затем тем же самым цветом, пока краска еще на фрукте сырая, чтобы наши точки немного расплылись, мы оставляем точки, выстраивая их рядами. Делаем точки к середине фрукта более большими и к краям более маленькими. И по самому краю фрукта тоже делаем несколько точек, чтобы сделать его живым, настоящим, интересным и объемным. Детали, они придают работе такую некоторую натуральность, аккуратность и изящность. Делаем это на всех фруктах. Затем смешиваем бордовый цвет с черной тушью. И этим цветом уже в поставленных точках бордовым цветом мы ставим маленькие точки в каждой из этих точек. Делать это тоже надо, когда краска еще сырая, чтобы эта точка тоже немного расплылась. Мы используем в данный момент малую жесткую кисть. Жесткая кисть много на себя воды не берет, но все равно проверьте об салфетку, сколько у вас на ней жидкости. Затем, когда мы уже нарисовали все фрукты, рисуем ветки. Рисуем сразу не все ветки, а обозначаем основные. Для этого берем оттенок коричневого, в данный момент я использую темный оттенок коричневого. И основной мазок кисти для образования веток – это линия от точки до точки. Она может быть либо прямая, либо дугообразная, но смысл в том, что она уверенная. Кисть сначала фиксируется на кончике, и затем делается уверенное движение. Некоторые ветки, поскольку они могут быть обломанными, они могут иметь острые окончания, тогда кисть просто поднимается в воздух, и линия заканчивается уже в воздухе. Так обозначаем основные ветки. Далее смешиваем желтый, белый и изумрудный оттенок для того, чтобы внести самую последнюю изящную деталь на фрукты личи. Мы делаем линию
Эта линия дугообразная, начинается от точки и затем приходит к более тонкому окончанию. То есть сначала мы более прижимаем кисть и к концу линии менее прижимаем кисть. Работаем мы малой, жесткой кистью. Смотрите, чтобы влаги было по минимуму, чтобы линия не расплывалась. Теперь мы приступаем к рисованию попугайчиков. Для этого мы берем малую жесткую кисть и черную тушь. Я использую темный оттенок туши, концентрированный черный цвет. Иногда я меняю кисти с малой на среднюю, в зависимости от того, какую именно часть рисунка мне нужно выполнить и насколько объемным должен быть мазок. Мы в данный момент образовываем форму попугайчика и прорисовываем основные текстурные моменты. То есть, например, брюшко мы не трогаем тушью, да, а те места, где у нас крылья и хвостик, мы более прорабатываем тушью, где-то более прижимая кисть, где-то менее, то есть в зависимости от необходимого мазка. Сейчас лучше просто смотреть, чем я буду вам объяснять. В принципе, здесь все достаточно понятно. И в рисовании, на самом деле, самое главное – это визуальное обучение, то есть смотреть и стараться повторить. Я нарисую сначала попугайчика, который будет волнистого попугайчика, который будет зеленым, а попугайчик слева это будет голубой волнистый попугайчик, и его рисование будет показано в ускоренном темпе, но он рисуется по тому же самому принципу, просто в другом ракурсе. Когда мы закончили работу с тушью, мы даем туше совершенно абсолютно высохнуть и пока что переходим к листьям. Для этого мы используем оттенки зеленого, более светлые зеленые берем как основной и более темный зеленый на кончик кисти. Как вы видите, листья я рисую двойным мазком. Сначала одну часть листа, а потом другую. Тогда четко видно его форму и где у него в центре проходит прожилка. В основном движение кисти такое. Начинаю я с кончика кисти, затем более прижимаю кисть и затем опять перевожу ее к кончику. Нарисовав один такой мазок, сбоку к нему я подрисовываю такой же и образовываю форму листа. Далее, когда тушь подсохла, мы начинаем раскрашивать попугайчиков. Я покажу и объясню на волнистом зеленом попугайчике, голубой попугайчик по тому же принципу, только там вместо зеленовато-желтоватых оттенков используются желтовато-зеленовато-голубоватые. Сначала я беру желтый цвет. И, как вы видите, в некоторых местах частично наношу его на тельце попугайчика. У меня на кисти влаги по среднему. Как вы видите, у меня кисть в некоторых местах оставляет белые пустоты. Затем я беру оливковый зеленый и повторяю то же самое в оставшихся белых местах, где я не проработала желтым цветом. Работаю я средней кистью, мягкой кистью, влаги на ней по среднему. И по некоторым желтым местам я тоже прохожу сверху зеленым оливковым. И затем я беру яркий изумрудный оттенок. Кисть у меня в данный момент времени практически сухая, но с наличием краски на ней. И я прохожусь уже поверх желтого и оливкового цвета изумрудным зеленым, чтобы более подчеркнуть те места, которые, мне кажется,
этого заслуживают. Ну и, конечно, у меня был референс, я смотрела на фотографии этих попугайчиков, чтобы знать, как они, в принципе, у них располагается на них цвет, как они окрашены. Далее, глаза. Вокруг глаз я прорабатываю зеленым. И возвращаюсь к... Пока краска на попугайчика высыхает, я дорисовываю ветки, которые не нарисовала прежде, потому что еще пока не знала, как что у меня композиционно сложится. Эти ветки я рисую по принципу и прежде нарисованных веток. Цвет коричневый, темно-коричневый, мазок кисти основной – это линия от точки до точки, либо прямая, либо дугообразная. Теперь я возьму светлый коричневый и немного закрашу глаза у попугайчиков. И нос светлой тушью, то есть разбавленной тушью. Черной тушью я разбавила водой, получила светло-серый оттенок и им покрыла немного носики. Теперь, когда краска на листьях высохла, я беру темно-зеленый оттенок и тонкой жесткой кистью с минимумом влаги на ней я провожу тонкую линию от точки до точки по середине листа, где, в принципе, очень хорошо видно, где должна быть прожилка. И теперь светло-коричневым я рисую лапки попугайчиков малой жесткой кистью, линией от точки до точки, просто эта линия, она вырисовывает форму лапок. Они подсохнут, и затем я оттенком яркой черной туши нарисую на них маленькие тонкие полосочки, чтобы это выглядело уже как лапки попугайчиков. И это последние наши мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.